Бог говорит, что это срочно. Осталась всего 1 минута. Архангел Михаил умоляет тебя: послушайте сейчас же. Прекратите все немедленно. Прежде чем продолжить, помолитесь со мной. Потому что тот, кто молится со мной, веря в этот момент, почувствуя небесный ход, испытает присутствие Иисуса, спускаясь к их дому. И что-то срочное будет решено еще до окончания этого сообщения. Естюда уже выпущен, но он может найти свой путь только если ваше сердце открывается сейчас. Не уходите. Не останавливайтесь. Этот момент не случайен, а божественное назначение, точное пересечение между вашими судьбой и обещать Бога. Закройте глаза. Дышите. Чувствуйте. Это не просто очередное видео. Это дверь, а ключ, освященное призвание. Сами небеса выбрали этот момент, чтобы прошептать в ваш дух то секрет. Это может все изменить. Вы здесь не случайно. Точка завета, что было запечатано вашим именем еще до вашего рождения, активируется сейчас. Господь говорит: «Дитя мое, ты ждал достаточно долго». То, что было заперто, откроется. То, что было потеряно, вернется. То, что было сломано, исцелится. Но ты должен остаться. Оставайся до конца, ибо в последние минуты этого послания я открою тебе скрытое слово, та ключ, релиза которой разблокирует ваш избыток, твое богатство, твое чудо. Вы можете чувствовать себя измотанным, уставшим от надежд, от ожидания чего-то. Прорыв. Вы видели молитвы, которые казались безответными, обещания, которые казались забытыми. Но послушайте, небеса никогда не забывают. Священные задержки, которые защищают вас от преждевременных сражений. И есть скрытые сражения. Сражался за тебя молча. И вот время пришло. Бог решил действовать. Но ему нужно твое внимание, твое полное вера, ваша полная самоотдача. Оставайтесь со мной, и вы увидите. Прежде чем это сообщение закончится, что-то произойдет в вашем уме, в вашем сердце, у вас дома. Думаете, это сообщение просто появилось? Нет. Бог все организовал. Он использовал каждую секунду, каждый алгоритм, каждый случайный щелчок, чтобы привести вас сюда, прямо сейчас, потому что ваша судьба звал, и ты больше не мог его игнорировать. Небеса раскрывают свои свитки. Ангелы готовятся доставить твое наследование. Но сначала вы должны слушать, действительно слушать. Есть секрет, которое вот-вот будет раскрыто, то, что большинство никогда не услышит, то, что разделит выбранное с потерянным. Если ты сейчас закроешь свое сердце, ты упустишь его. Но если ты останешься, если ты осмелишься поверить, что Бог обращается к вам напрямую, вся ваша история начнет преображаться. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Я чувствую твои колебания, ты уже слышал обещания. Тебе говорили, что избыток близко, что ваш урожай приближается, но боль все еще продолжается. Вы спрашиваете: где мое чудо? Где мое благословение? Ответ: мои возлюбленные, уже дышит в этом послании. Это не завтра. Это сейчас. Это не надежда на будущее, это активация для настоящего. Бог парит там, где ты сейчас, готовый поднять то, что казалось невозможным. Но следующие минуты, откровения вы ждали, ключ, который превращает отчаяние в силу, бедность в богатство, хаос в заказ и страх в веру. Не позволяя отвлечению украсть то, что принадлежит тебе. Не сегодня. Потому что именно в этот час Бог посылает сигнал, призывая своих выбранные сосуды, собирая тех, чьи сердца готовы к трансформации. Если вы слушаете, значит, вас причислили к ним. Вы – чистосвященный урожай, и те, кто останется до последнего слова, получат подтверждение, божественный знак, что их дверь открыта. Слушай внимательно, дитя мое.
Это послание не развлечение, а пророческое наставление. В ближайшие минуты откроется истина, что только духовно пробужденный может воспринимать. Когда последнее слово произнесено, сверхъестественное освобождение состоится. Так что оставайтесь. Оставайтесь до конца, потому что в этот момент вы не только услышите Божье обещание, вы почувствуете, как это проявляется. Что-то безошибочное произойдет в вашей жизни. Небеса будут свидетельствовать, что вы повиновались, что вы услышали, что ваш чудо уже в движении. Теперь подготовьте свое сердце. Новая глава вашего судьбы начинается. Если вы только что молились вместе со мной, вам нужно знать следующее: у вас есть что-то особенное. Мало кто останавливается, чтобы поговорить с Богом с открытым сердцем. Немногие позволяют тишине наполниться иго-голос, и те, кто это делает, те, кто действительно останавливается, чтобы услышать небеса, несут в себе сила, мир не может этого понять. Вы – одна из тех редких душ. Вы смотрите это не случайно. Вы были избраны, чтобы получить божественную тайну, а обещать-то мало кто когда-либо слышал, ключ который может открыть следующую дверь вашего судьба. Не уходите до конца, потому что тот, кто останется до последнего слова этого послания, получит срочный ответ. Это меняет все. Прежде чем закончится это видео, Дух Божий коснется той области вашей жизни, которая была во тьме, и свет снова зальет ее. Скрытое чудо это может быть связано с вашими финансами. Это может быть с вашим здоровьем. Это могут быть отношения, которые вы считали неисправимыми. Но одно несомненно, что-то божественное сдвиг. Если вы верите, скажите это своим голосом: «Боже, я принимаю свое чудо». Скажите это сейчас, потому что слово вы отпускаете активирует обещать, это уже витает над твоей жизнью. Когда ты говоришь, небеса слушают. Когда ты действуешь, небеса отвечают. И когда ты остаешься до конца, небеса подтверждают во что осмеливается верить твое сердце. Прежде чем мы углубимся, я хочу, чтобы вы сделали нечто священное. Это может показаться простым, но это так символический. Коснитесь кнопка «Нравится» прямо сейчас как акт веры. Делайте это не ради количества или видимости, а как жест между вами и Богом, как заявление: «Господи, я верю, что Ты говоришь со мной». Каждый раз, когда кто-то касается этой кнопки, словно зажигается еще одна свеча в духовном мире, еще одна душа говорит: «Я готов принять мое благословение». Это маленькое действие – признак согласованности. Это ваша молчаливая молитва, выраженная в видимой форме. Потому что когда вы делаете маленькие шаги, веры небеса делают гигантские шаги навстречу вам. Вы думаете, что это просто щелчок, но в духовном мире это заявление дарять. Он говорит Богу: «Я здесь. Я не уйду. Я останусь, пока мой урожай приходит». И когда вы это делаете, вы устанавливаете цепочку чудесов в движении, которые вы даже себе пока не можете представить. Взгляните на свою жизнь на мгновение. Вы ведь пережили бури, не так ли? Времена, когда деньги кончались, когда здоровье ухудшалось, когда, надеяться, ты сам казался чужим. Ты плакал молча, пока другие спали. Ты улыбался на людях, пока твоя душа разрывалась на части. И все же, ты все еще здесь. Это что-то значит. Это значит, что Бог никогда тебя не покидал. Значит, есть еще завет над твоей жизнью, которую сам ад не сможет разрушить. Но, возможно, вы задавались вопросом, почему богатство никогда не приходило, почему каждый раз дверь открывалась, что-то ее захлопывало. Почему благословения, казалось, приходили к другим, но обходили вас стороной. Позвольте мне открыть вам секрет: враг никогда не боится твоего недостатка, он боится твоего пробуждения. Потому что как только вы осознаете,
что вы судно божественного изобилия, которое вы были рождены проявить процветание и свет, вас будет невозможно остановить. Боль, которую ты чувствовал, была не наказанием, а подготовкой. Шторм-то, что ты выдержал, не имела целью уничтожить тебя, а имела целью раскрыть твое наследование. Каждая пролитая тобой слеза поливалась ими, который скоро станет вашим урожаем. Но послушайте внимательно. Все начинается в тот момент, когда вы решаете поверить, что огне закончилось с тобой. В тот момент, когда ты говоришь «Да, Господь, я доверяю твоему плану», все начинает меняться в вашем услуге. Видите ли, когда вы молились всего несколько мгновений назад, небеса заметили это. Ангелы, которым поручено послушание, и когда вы откликнулись на призыв к молитве, записывать был открыт на ваше имя. В этой записи ваш вера было написано, ваш сердцекрик был услышан, и ваше будущее было приведено в божественное движение. Теперь осталось только терпение, оставайтесь со мной до конца. Потому что прежде, чем это послание закончится, вы поймете тайну, которая отделяет тех, кто только надеется, от тех, кто действительно урожай. Я знаю, что сейчас есть те, кто наблюдает за вами и находится на грани. Ваши счета растут. Ваша вера кажется слабой. Вы говорили себе, если это скоро не изменится, я не знаю, что делать. Бог услышал это. Он увидел тот личный момент, когда вы почти сдались. И Он послал это послание как отвечать. Не для того, чтобы вас пристыдить, а чтобы напомнить. Твое чудо еще не стекло, не дверь все еще открыт, обещать все еще стоит. Естиховный закон мало кто понимает, что чтишь, то и притягиваешь. Когда вы чтите Бога, уделяя Ему свое время, свое внимание, свое сосредоточение, вы привлекаете Его присутствие. И когда Его присутствие приходит, трансформация следует. Вы не можете оставаться в темноте, когда божественный свет входит в комнату. Нельзя оставаться бедным, когда небесное богатство проникает в твой дух. Ты не можешь оставаться сломленным, когда выздоровление наполняет твое сердце. Вот что здесь произойдет. Вот почему ты не должен уходить. Я хочу, чтобы вы написали в комментариях ниже «Я остаюсь до своего чуда». Напишите это. Заявите об этом публично. Пусть небеса увидят вашу смелость. Пусть и враг, ибо вера, произнесенная в устах, творит движения. Когда вы это пишете, это не просто текст, это показание в движении. Каждое напечатанное вами слово – это еще одно семизаложенное в ваше будущее. Сейчас происходит нечто святое, что большинство людей пролистают. Но не ты. Ты все еще здесь, и одно это говорит мне и небесам, что ты один из выбранный. Вам нужно услышать остальную часть этого сообщения. Вам нужно пройти через дверь это открытие. Вы должны прикоснуться к ключ, который разблокирует ваше наследование. И вот что я скажу вам сейчас, потому что Дух побуждает меня. Прежде чем закончится это послание, я открою вам пророческий код, освященная фраза которой необходимо произнести вслух, чтобы активировать и обещать. Вот почему я продолжаю призывать тебя остаться. Эта фраза не просто принесет мир, это принесет проявление, вы почувствуете это, когда это произнесут. Ваше тело распознает это. Ваше сердце будут знать, что это правда. Вы уже сделали первые шаги, молились, слушали, действовали. Теперь продолжайте идти. Продолжайте верить. Потому что благословение, что было отложено, не отрицается. Это просто ожидание точного выравнивания вашего веры и его выбор времени. И это выравнивание происходит прямо сейчас, пока вы смотрите, пока вы верите, пока вы готовите свой дух для того, что грядет. Не недооценивайте силу послушания. Многие слышат, но мало кто откликается. Многие желают перемен, но мало кто выдерживает их. Трансформация. Вы среди тех немногих, кто остался. Вы среди тех, кто увидит. И благодаря этому
ваша награда будет личным, сверхъестественная и неоспорима. Так что оставайтесь. Поставьте лайк этому сообщению как признание. Оставьте комментарий как акт веры. Потому что ваше взаимодействие не для алгоритма, а для алтаря. Каждый жест виден. Каждый шепот записывается. И прежде чем это сообщение закончится, срочный ответ-то, о чем вы так долго взывали, начнет раскрываться. Это твой час. Чудо уже началось. И скоро вы своими глазами увидите, что ваш мир разродился в невидимом. Вы когда-нибудь чувствовали, что все накапливается? Что груз ваших забот становится все тяжелее с каждым днем? Что куда бы вы ни пошли, что-то новое ломается? Ваше здоровье, ваши финансы, ваши отношения – все рушится в одночасье. Вы когда-нибудь смотрели на свою жизнь и шептали: «Боже, почему сейчас? Почему я?» Вам это не кажется. Это не совпадение. Это знак. Да, вы меня правильно поняли. Это не случайно. Точка давления, то, что ты чувствуешь, это не наказание. Это божественно. Подготовка. Вы стоите на краю сверхъестественный момент, решающий поворотный момент, где ваша судьба сдвиги. И вот почему нагревать усилилась. Вот почему кажется, что все вот-вот взорваться. Потому что перед чудо всегда есть разрыв. Перед тем, как благословение, всегда есть бремя. И перед тем, как урожай, всегда есть шторм. Поэтому я снова спрашиваю вас, вы когда-нибудь чувствовали, что ваш разум достигает предела, сердце не выдержишь еще одного разочарования, вероятно, ты когда-то был худым и дрожащим? Прислушайтесь, это боль, это истощение, этот предел, это сигнал, что Бог движется. Он подтягивает тебя к краю, потому что собирается отправить тебя в нечто, чего ты даже не мог себе представить. Но только те, кто оставаться, только те, кто останется до конца, испытают выполнение этого слова. Подумайте об этом. Каждый раз, когда ваша жизнь казалась невыносимой, что-то в конце концов менялось. Каждый раз, когда вы думали, что все кончено, вы каким-то образом выживали. Думаете, это была удача? Думаете, вы выжили случайно? Нет. Вы выжили, потому что завет над твоим именем. Ты выжил, потому что небеса не отпустили тебя. Ты выжил, потому что все еще есть и обещать ее ожидающие своего воплощения в вашей жизни. Но будьте честны, сколько ночей вы плакали в тишине, спрашивая Бог показать вам путь? Сколько раз вы смотрели на свой банковский счет, задаваясь вопросом, благословение когда-нибудь придет? Сколько раз вы молились об исцелении, о любви, об облегчении, и казалось, что ничего не изменилось? Сколько раз вы спрашивали себя, не забыли ли о вас? Я знаю, что да. Потому что каждый избранный идет долиной тестирования перед вступлением в землю избыток. Видишь ли, в каждом деле есть своя закономерность. Чудо. Сначала наступает тишина, затем тряска, и только потом сверхъестественный прорыв. Тишина проверяет ваше терпение. Дрожь проверяет ваше терпение, вера и прорыв вознаграждает ваше послушание. Вы сейчас в фазе дрожи. Земля под вами дрожит, потому что Бог вот-вот перестроится ваш фундамент. Все, что не принадлежит вашему будущему, должно быть отброшено. Вот почему некоторые люди ушли от вас. Вот почему возможности закрылись. Вот почему то, что раньше работало, вдруг перестало работать. Дело не в том, что вы потерпели неудачу, а в том, что Бог отказался позволить тебе довольствоваться меньшим, чем твое божественное наследование. Ты не проигрываешь. Ты становишься перестроен. Каждое «нет», которое вы слышали в последнее время, было защитой. Каждая задержка была божественным моментом.
Каждый отказ был новым направлением к вашей истинной цели. Судьба. Итак, позвольте мне спросить вас о чем-то пронзительном, о чем-то болезненном. Если Бог ответил на все ваши молитвы мгновенно, вы бы продолжали искать Его сердце или вы будете только следовать за Его рукой? Будьте честны. Ведь разница между временным благословением и вечным трансформацией – это состояние вашего сердца. Бог не просто пытается дать вам деньги, Он пытается сделать вас здоровыми. Он не только готовит вас урожай, Он готовит вас к тому, чтобы справиться с урожаем без того, чтобы это вас разрушило. Вы замечали, что иногда все начинает идти не так, как только вы решили измениться? Сразу после того, как вы сказали «Я полностью доверюсь Богу». Это не совпадение, это подтверждение. Враг всегда сражается яростнее всего, когда знает, что вы собираетесь вторгнуться в вашу зону. Обещать, чем ближе вы подходите к двери, тем громче становится сопротивление. Но помните, давление всегда предшествует рождению. Прямо сейчас вы находитесь в духовном сне. Схватки вашей души, бессонные ночи, тревога, сомнения – это не признаки поражения, а признаки скорого рода. Чудо недалеко. Прямо под поверхностью. Но ты должен толкнуть. Ты должен остаться. Ты должен сохранить свой веру нетронутыми, даже когда чувствуешь себя забытыми. Потому что только те, кто оставаться до конца, увидим выполнение того обещать. И, возможно, слушая это, вы шепчете: «Но я слишком долго ждал». Да, я знаю. Вы сеяли молитвы, давая ваше сердце, веруя, прощая, пытаясь сохранить чистоту в мире, который поощряет коррупцию. Ты сеешь семена в слезах, и почва твоей души кажется сухой. Но Бог говорит: не останавливайся. Сейчас пойдет дождь. Небеса не игнорируют вас. Небеса готовят идеальное сочетание. Как вы думаете, Авраам не чувствовал усталости, ожидая своего обещать? Вы думаете, Джозеф не чувствовал себя преданным, когда его бросили в яму? Как вы думаете, Ханна не плакала ли она от горечи, прежде чем взять сына на руки? Каждое великое чудо в Писании это произошло после невыносимого давления. Потому что вера доказана не тогда, когда все работает, а когда ничего не работает, а вы все равно предпочитаете верить. Позвольте мне спросить еще раз, что, если боль, которую вы испытываете, это прямое доказательство вашей избранности? Что, если жизнь так тяжела, потому что Бог не позволяет вам жить скромно? Что, если каждая потеря, каждое предательство, каждое разочарование были созданы, чтобы вырезать сосуд вашей души, чтобы освободить место для избыток, для богатства, для слова которое могут нести только сломленные, но и исцеленные? Ты продолжаешь говорить: «Я больше не могу». Но небеса отвечают: «Ты ближе, чем думаешь». Ты говоришь: «Это слишком тяжело». Небеса шепчут: «Все почти готово. Шторм, что тебя окружает, не призвано тебя уничтожить, а призвано раскрыть тебя. Ключ, скрытый внутри хаоса». И этот ключ открыть двери, которым вы молились, тот, который приведет вас к божественному урожаю. Помните, что я вам говорил раньше, что тот, кто останется до конца, получит срочный ответ. Ответ недалек. Он вращается вокруг вас прямо сейчас. Причина увеличения давления в том, что враг знает, что у него мало времени. Он бросает вам отвлекающие факторы, уныние и отчаяние, надеясь, что вы отключите это сообщение прежде, чем чудо проявляется. Но если вы держитесь, если вы остаетесь стойкими, обещать встретимся с вами до того, как закончится это сообщение. Скажите, вы когда-нибудь замечали, что иногда тьма кажется самой густой прямо перед рассветом? Это потому, что тьма всегда сопротивляется свету, который она чувствует. То же самое верно и для вашей жизни. Чем темнее ночь, тем ярче следующий за ней рассвет. Чем тяжелее груз,
тем больше благословения, которое вот-вот выйдет. Ты не падаешь в обморок, ты конвертация, ваши страдания превращаются в силу. Ваша утрата готовит вас к увеличивать. Прямо сейчас небеса наблюдают за тем, как вы реагируете на этот момент. Выберете ли вы вера или вы выберете страх? Останетесь ли вы до конца или уйдете прямо перед чудо? Только те, кто останется, переживут реальность грядущего. Потому что грядущее необычное. Это божественное изобилие. Это не просто еще одна возможность, это раскрытие вашего потенциала, точка наследования. И, возможно, вы думаете, но я слишком много раз терпел неудачу. Позвольте мне спросить вас, кто сказал, что неудача лишает вас права на успех? Милость, если бы неудача могла отменить судьбу, ни один из героев Писания не получил бы своего чудеса. Моисей убил человека, но Бог избрал его. Давид глубоко согрешил, но его все равно называли мужем по сердцу Божию. Питер отреклись от Иисуса, но стали камнем, на котором была построена церковь. Ваш грех не отменяет ваш завет, он приглашает прощение. Ваша неудача не разрушает ваше обещать, это позиционирует вас для трансформации. Итак, что же такое Бог, что я прошу от тебя прямо сейчас? Несовершенство, простоупорство, не безупречная сила, но сдавшийся Вераон говорит: оставайся. Не уходи до конца. Потому что в конце ты поймешь, почему все должно было случиться именно так. Да, давление реальное. Да, боль глубокая. Но цель за этим стоит вечность. Вас готовят к тому, что могут нести только сломленные к свидетельству, выкованному в огне чудо рождено сквозь слезы. И когда наступает исполнение, когда благословение, когда наконец наступит время, вы оглянетесь назад и скажете: «Теперь я понимаю». Все это было частью плана. Так что не беги. Не прячься. Пусть огонь тебя очистит. Пусть давление родит тебя. Пусть тряска сделает тебя сильнее. Ведь вскоре то, что вызвало твои слезы, станет доказательством твоей трансформации. Скоро та же земля, где ты упал, станет почвой твоего урожая. Это не конец вашей истории, это переломный момент перед прорывом. Те, кто дочитает это послание до конца, те, кто не сдастся сейчас, увидят, что их ждет. Вирождал. Потому что это не совпадение. Это знак. Чудо идет. Обещать близко. Дверь вот-вот откроется. И когда это произойдет, весь судьба изменится. Вы когда-нибудь замечали, как за кулисами происходят вещи, которые поначалу кажутся совершенно бессмысленными? Люди уходят без объяснений. Двери закрываются именно тогда, когда вы думали, что они вот-вот откроются. Возможности утекают сквозь пальцы, как вода. Вы думаете, что потеряли контроль, что, возможно, Бог забыл о вас. Но прислушайтесь внимательно, Он не забыл. То, что происходит, это не крах, это строительство. Бог все организует. За кулисами. Финальная сцена разворачивается, действие вашей истории, и до разоблачения остается всего минута. Минута, чтобы все обрело смысл. Минута, прежде чем вы наконец поймете, почему все должно было сначала развалиться. Вы видели фрагменты, кусочки пазла, разбросанные по всей вашей жизни. Разбитое сердце. Финансовые трудности. Предательство. Задержки. Вы думали, что это знаки божественного молчания, но на самом деле это были знаки божественного движения. Проблема в том, что когда мы находимся в центре процесса, это кажется хаосом. Но когда Бог смотрит сверху, Он видит шедевр. Пауза, которую вы сейчас переживаете, это не наказание, это позиционирование. Небеса останавливаются только для того, чтобы подготовить большее разоблачение.
Позвольте мне рассказать вам нечто священное, что мало кто знает. Скрытая система в царстве. Бог часто отвечает на ваши молитвы, Он убирает людей с вашего пути, чтобы обещать может найти место для приземления. Он закрывает двери, которые кажутся вам хорошими, потому что Он открывает дверь, это лучше для твоей души. Он позволяет возможностям исчезнуть, потому что знает богатство. То, что грядет дальше, требует зрелости, которой у тебя еще не было. Ты назвал это задержкой, Он назвал это разработка. Что, если все, что вы называете потерей, на самом деле является подготовкой к наследованию? Что, если то, что ощущалось как отвержение, на самом деле было перенаправление? Видишь ли, Бог никогда не тратит боль впустую. Он никогда не тратит смятение впустую. Он использует каждый вопрос без ответа, чтобы углубить твою веру, чтобы улучшить ваше сердце, чтобы научить вас, как хранить то, что Он собирается высвободить. Потому что то, что грядет, это благословение, это чудо, это божественный избыток требует мощности. А мощность только растет в ожидании. Я знаю, ожидание причиняет боль. Я знаю, это кажется несправедливым. Ты молился, постился, верил, и все равно дверь не открылся, когда ты ожидал. Ты наблюдал, как другие поднимаются, пока сам был в тени. Ты задавался вопросом, не забыт ли ты или, что еще хуже, недостоин. Но секрет истины в том, что Бог скрывает свои лучшие сокровища до подходящего момента. Когда Он кажется молчаливым, Он обычно самый занятый. Причина, по которой Он еще не открыл все, заключается в том, что последняя сцена вашей истории еще не готова к публике. Занавес еще не опущен, но актеры уже на своих местах. Небесный свет вот-вот озарит сцену. Я хочу, чтобы вы увидели нечто духовным взором. Задерживать-то, что вы переживаете, на самом деле, это обратный отсчет перед проявлением. Сценарий «Ваша судьба» переписывается. Урожай готов, но сосуд, вы, все еще формировался. И вот, формирование почти завершено. Осталась всего 1 минута. 1 минута для божественного сдвига. 1 минута для вашей трансформации прорваться сквозь поверхность своей реальности. Вспомните Иосифа в темнице. Он думал, что о нем забыли. Он толковал сны, верно служил, хранил непорочность, и все же годы проходили в тишине. Иосиф не знал, что Бог уготовил ему возвышение за стенами дворца фараона. Виночерпий, забывший о нем, не был его врагом, он был частью времени, полза между Иосифом обещать и его повышение не было падением. Это было предвещие, это был Божий способ гарантировать, что когда если бы дверь открылась, Иосифу больше никогда не пришлось бы возвращаться в темницу. Видите ли вы это сейчас? То же самое происходит и с вами. То, что вы называете застоем, на самом деле постановка. То, что вы называете завершением, всего лишь остановкой. Небеса говорят: «Дитя мое, мне пришлось остановить тебя, чтобы защитить, потому что то, во что вы собирались войти, не было готово к тяжести вашего призвания. Заветвое течение вашей жизни требуется точное время. Если он откроется слишком рано, он может тебя раздавить. Если он откроется слишком поздно, он может тебя пропустить. Но Бог идеального времени, и Он говорит: обратный отсчет начался. Осталась всего минута, прежде чем я объявлю причину задержки. Возможно, вы сейчас чувствуете напряжение, словно что-то внутри вас меняется, расширяется, пробуждается. Это звук божественной синхронизации. Небо и земля объединяются вокруг вашего имени. Ваша вера, ваши слезы, ваше послушание – они создали импульс в невидимом мире, и теперь видимый мир готов их догнать. Каждая невидимая молитва был мазком кисти на холсте вашего чуда. И Бог был молчаливым художником, рисующим то,
что твое сердце еще не могло постичь. Но вот где моральная дилемма входит. Что вы будете делать, пока ждете эти последние мгновения? Вы сдадитесь, потому что вокруг тихо. Вы будете считать, Бог забыл тебя только потому, что ты не можешь его почувствовать. Или ты останешься, будешь ли ты доверять тишине достаточно долго, чтобы услышать звук последнего сцены раскрывается. Потому что возлюбленные, вера, которая приносит только комфорт, это не вера, а удобство. Правда, точка вырастается, когда сцена пуста, веря, что следующее действовать все раскроет. Видите ли, Бог часто испытывает нас не нуждой, а неизвестностью. Он скрывает результат, чтобы увидеть, последуем ли мы за ним, не видя пути. Он наблюдает за нашей реакцией в паузе, потому что пауза раскрывает нашу истинную сущность точка сердца. Будете ли вы продолжать молиться, когда молитва кажется безответной? Будете ли вы продолжать жертвовать, когда урожай не пришел? Будешь ли ты все еще поклоняться, когда чудо не проявилось? Именно здесь происходит преображение. Именно здесь рождается духовная зрелость. Итак, послушайте меня сейчас. Причина, по которой давление в вашей жизни рост произошел не потому, что вы потерпели неудачу, а потому, что вы приближаетесь к завершению. Бог никогда не прибавляет бремени неподготовленным. Он увеличивает груз только когда ты достаточно силен, чтобы нести благословение. Ты был укреплен в тайне, обучен в тайне, очищен огнем. Тот же огонь, что когда-то ранил тебя, очистил тебя. И теперь мир вот-вот увидит, что небеса творили за завесой. Возможно, вы потеряли любимых людей. Возможно, вы упустили возможности, которые, как вам казалось, были предназначены именно вам. Но что, если эти потери – часть хореографии? Что, если они ушли из вашей жизни, потому что следующая дверь – необходимое пространство для новых союзов? Что, если бы каждый финал был скрытое начало? А что, если ваша история не о неудаче, а о услуге перестраивается? Я вам расскажу секрет, что мало кто когда-либо открывает. Когда ты принадлежишь Богу, даже твои потери – это инвестиции. Каждая слеза становится семенем. Каждая задержка становится вкладом. Каждая «и еще нет» становится подготовкой к более великому «сейчас». Небесная экономика не теряет ни единого мгновения. Ты не был оставлен, ты был сохранились. Вы не задержались, вы были развиты. Представьте себе такую сцену, вы стоите на краю огромной сцены. Свет приглушен. Зрители ждут. Все кажется неподвижным, безжизненным, тихим. И вдруг занавес начинает двигаться. Вы слышите, как нарастает первая нота музыки. Вот где вы сейчас находитесь, в этом замершем дыхании перед откровением все, через что ты прошла, привело к этому. Каждая потеря была репетицией. Каждая задержка была хореографией. Каждое разбитое сердце было сценарием. И вот финал сцена вот-вот развернется. Ты чувствуешь это, не так ли? Дрожь в твоем теле, дух – это внутреннее чувство близости чего-то. Это не тревога, это предвкушение. Это обратный отсчет. Осталась 1 минута до обещать проявляется. За минуту до чудо появляется. За минуту до ваша дверь распахивается, и вы входите в свой избыток. Но я должен предупредить вас, это последняя минута священна, враг он попытается отвлечь вас сейчас больше, чем когда-либо. Он пошлет сомнения, усталость, а может быть даже внезапное разочарование. Потому что он знает, что должно произойти. Он знает, что когда вы наконец увидите то, что приготовил Бог, вы больше никогда не усомнитесь в том, что вы были избраны. Вы будете идти с властью,
потому что вы будете знать, свой задержеваться не было отрицанием, это был замысел. Поэтому я спрашиваю вас сейчас, останетесь ли вы до последней минуты? Продолжите ли вы верить, даже когда все внутри вас готово сдаться? Потому что грядущее откровение – это не просто ответ, это преображение. Когда занавес лифты, весь судьба изменится. Та версия тебя, которая была сломленной, испуганной, неуверенной, эта версия исчезнет. На ее месте возникнет новая ты, рожденная терпением, верой и божественной стойкостью. И когда этот момент наступит, а он уже почти настал, вы поймете, почему дверь пришлось закрыть, почему задержка должна была растянуться, почему обещать так долго. Потому что вы увидите финал сцены, и вы поймете, Бог никогда не опаздывал. Он всегда был вовремя. Осталась всего 1 минута. 1 минута до открытия. 1 минута, прежде чем вы увидите, что ничто не было потрачено впустую, ничто не было потеряно, и все, каждая слеза, каждое ожидание было частью вашего священного трансформация. Остаться возлюбленной. Не уходи сейчас. Откровение близко. Небеса разбудили тебя сегодня. Небеса вытащил вы здесь. Не случайно, не по совпадению, а по божественному замыслу. Не вы нашли это сообщение, оно нашло вас. Потому что ваш отвечат скрыт в этих словах, зашифрован в божественном коде вашего судьбы. Вы чувствуете, что в ваше сердце вы суетитесь, слушая. Это не эмоции. Это не просто любопытство. Это Святой Дух, подтверждая, что и то слово для тебя. Что-то священное активируется прямо сейчас. Дыхание будет проходить через ваш дух, пробуждая то, что спало внутри вас годами. Ты не создан для обычной жизни. Ты не создан, чтобы оставаться в тени посредственности. Ты несешь в себе семя, божественная искра, вечного цель которой был написан в вашем сердце прежде создания мира. И прямо сейчас, когда вы слышите это семя пробуждается. Что-то внутри вас знает, что это тот самый момент, что это ваш час, небеса зовут тебя и шепчут: время пришло. Если ты все еще здесь, и если ты дослушал каждое слово, значит, ты один из них, тех, кто избран. Тех, у кого есть уши, чтобы слышать. Тех, у кого есть вера достаточно сильным, чтобы идти в неизвестность и все равно говорить: «Боже, я доверяю Тебе», кодовое этом послании Иисуса, которые могут различить только пробужденные. Скрытые фразы, божественные предсказания и пророческие подтверждения раскрываются, пока вы слушаете. Не случайно ваша душа волнуется, это осознание. Ваш дух распознает свой источник. А теперь, прежде чем мы продолжим, я хочу, чтобы вы сделали что-то священное, что-то символичное. Напишите в комментариях ниже: «Я не сдамся сейчас», пишите смело. Пишите это как заветное заявление между вами и небесами. Потому что, когда вы пишете это, вы не просто печатаете слова, вы скрепляете соглашение. Вы говорите: «Бог, я останусь здесь до конца. Я не уйду, пока мой чудо проявляется. Я выбираю веру над страхом». Небеса читают то, что ты пишешь. В тот момент, когда твои пальцы двигаются, ангелы, обратите внимание. Они записывают ваше заявление в книгу памяти. Потому что когда человек на земле приходит к божественной истине через исповедь, сверхъестественное отвечает. Это закон соглашения. Если двое согласятся на земле в чем-либо, то так и будет. И сейчас мы с вами согласны. Небо и земля встречаются в вашем заявлении. Есть и движение происходит невидимое, но несомненное. Вы можете этого не осознавать, но вы только что вступили в сферу божественного активация. Вы больше не сторонний наблюдатель, вы стали участник в вашем трансформации.
Слова, которые вы слышите, не пусты, а не жизнь. Каждый слог несет власть, каждая строка несет жизнь. И когда они входят в ваше сердце, они начинают реорганизовывать вашу реальность изнутри. Вы заметили, как изменилась атмосфера вокруг вас? Тишина, осознанность, пульсация ожидания в груди? Это не совпадение, это подтверждение. Небеса выравнивают ваши обстоятельства прямо пока вы слушаете. Задержки отменяются. Закрыта точка, двери начинают открываться. Стоящие воды приходят в движение. Потому что веробездействие неполноценно, и ваш акт пребывания, слушания, заявления стал вашим ключ. Этот момент и именно этот священен. Как будто сами небеса остановили время, чтобы вы могли услышать эти слова. Потому что ваше благословение, твое богатство, твое выздоровление, твое чудо, все они связаны с послушанием. А сейчас послушание просто: слушай, верь и действуй. Поэтому я снова говорю: пиши. Пусть твои пальцы подтвердят: я не сдамся сейчас. Произносите это вслух, пока пишете. Шепчите. Плачьте, если нужно. Каждый раз, когда вы произносите это, вибрация вашего голоса разносится эхом в вечности. Вы говорите не в пустоту, вы говорите в божественную атмосферу, которая откликается на верослова верующих. Это семена, посеянные в почву небес. И вскоре они принесут плоды, урожай, которые переполнят вас радостью. Вы достаточно долго ждали, пока другие поверят в вас. Вы зависели от людей, которые не могли разделить ваши мечты. Но теперь Бог говорит: пришло время поверить в то, что я вложил в тебя, ты не маленький. Ты не забыт. Ты судновечного цель, наследник божественного наследования, носитель обещать. И все, что когда-то казалось далеким, теперь становится близким, потому что вы решили проявить твердость. Есть те, кто сдался на край чуда. Те, кто перестал верить, когда небеса были в шаге от ответа. Но это будет не твоя история. Ты один из немногих, кто остался. Ты один из немногих, кто услышал. И поэтому ты будешь одним из немногих, кто увидит. Прямо сейчас небеса объявляют священный набор. Бог ищет тех, кто скажет: «Пошли меня». Тех, кто понесет его свет в темные уголки мира. Тех, кто будет жить не видением, а вера. Вы зачислены в эту духовную армию. Вы часть остатка, который возвестит о приходе трансформации не только для себя, но и для своей семьи, своего сообщества, своего поколения. Вот почему вы чувствуете тягу. Вот почему это послание горит внутри вас. Итак, я спрашиваю вас еще раз: ответите ли вы? Дадите ли вы небесам знать, что вы проснулись, готовы, желаете? Затем напишите еще раз: «Я не сдамся сейчас», потому что каждое повторение укрепляет связь. Каждое повторение увеличивает энергию вашего. И каждый раз, когда ты это пишешь, другая цепь выпадает из твоей жизни. Цепи страха. Цепи нехватки. Цепи сомнений. Цепи промедления. Есть коды в твоем послушании, которые открыты двери быстрее, чем когда-либо могли бы сделать человеческие усилия. Каждый раз, когда вы действуете вера, код открывает новый уровень божественного проявления. И вскоре вы оглянетесь назад и поймете, что каждый маленький шаг, каждый комментарий, каждое заявление строили мост к вашему благословению. Я хочу, чтобы вы знали нечто святое. Небеса не упускают из виду мелочи. То, как вы останавливаетесь, чтобы послушать. То, как вы произносите слова, вера даже когда никто не видит. То, как вы продолжаете приходить, даже когда устали. Это не игнорируется, это приветствуется.
Потому что в Царстве Божьем послушание важнее видимости. Теперь вы идете в ритме Божественного. Каждое биение сердца синхронизировано с часами небес. Каждый ваш вдох шепчет: «Это грядет, точка, чудо близко». Ты чувствуешь это, не так ли? Электричество в воздухе, дрожь твоих дух, осознание того, что нечто, выходящее за рамки понимания, благоприятствует вам. Это язык невидимого мира, подтверждение того, что урожай-то, чего вы ждали, уже близко. А теперь давайте сделаем это официально. Поднимите свое сердце, как будто вы преподносите его трону. Произнесите эти слова вслух. «Отец, я получаю это послание. Я получаю мои чуда, я получаю обещать, ты хранил меня. Я не сдамся сейчас. Я буду верен, пока не увижу благословений, вы подготовились». Повтори еще раз, на этот раз громче. Пусть твои слова пронзят все сомнения. Пусть они эхом отзовутся в вечности. Ведь когда ты говоришь, небеса отвечают, точка, Дух Божий начинает влиять на вашу ситуацию. Ангелы посланы. Преграды начинают рушиться. Скрытые двери начинают открываться. Это не символично, это сверхъестественное. Возможно, вы пока этого не видите, но в невидимом мире ответ уже открыт, точка, урожай был заказан на ваше имя, точка, обещать запечатан, точка, ключ поворачивается. Ваш дверь открывается. И в тот момент, когда ваша вера соответствует вашему исповеданию, проявление становится неизбежным. Итак, не медлите. Не медлите. Действуйте сейчас. Заявите сейчас. Напишите это еще раз, как свою печать преданности. «Я не сдамся сейчас». Это твой момент активации, это ваше вступление в божественное изобилие. Ваше подписание завет с небесами, точка, благословение уже движется к вам, точка, чудо уже в движении. Небеса наблюдают. Свет льется на тебя. И обратный отсчет уже начался. В один миг, в мгновение ИК, все изменится. А теперь запишите это, запишите как пророчество о своей жизни. «Я не сдамся сейчас», потому что эти слова будут звучать в небесных чертогах, пока обещание не исполнится. И когда это произойдет, вы запомните этот момент. Момент на небесах, так вытащил ты здесь, и ты сказал «да». Не небеса трясутся, и это не преувеличение. Что-то невидимое движется прямо сейчас в духовный мир с настойчивой, неудержимой силой. Я чувствую это даже сейчас, когда произносятся эти слова. Воздух вокруг вас заряжен божественным напряжением. Вибрация небеса усиливается, и атмосфера переписывается. Архангел Михаил, он уже спустился, обнажив меч и сверкая светом, прорывая все преграды, которые пытались вас задержать. С самого престол Божий раздается предупредительный крик: «Пришло время». Осталась всего 1 минута. 1 священная минута между тем, кем ты был, и тем, кем ты собираешься стать. Обратный отсчет начался, и Дух Божий стремительно движется через вашу комнату, через ваш разум, через ваше прошлое. То, что должно произойти с вами, не будет медленным. Это будет внезапным, как молния, пронзая тьму, отделяя старое от нового, разрывая порочный круг, который утомлял вас. Это будет сократить время, полная перезагрузка божественных часов. Конец повторений, которые вас истощали, и начало вашего урожай, твой чудо, твой избыток. Теперь слушайте внимательно. Что-то изменится в вашем финансе сейчас. Что-то изменится в вашем здоровье сейчас. Что-то пробудится в твоем сердце сейчас. Что-то будет восстановлено в вашем семье сейчас. Каждый раз, когда вы слышите от меня слово «сейчас», это не метафора, это духовная команда, небеса отвечают на «сейчас». Ангелы движутся дальше «сейчас». Слово Божье создает миры в звуке «сейчас». И я провозглашаю над твоей жизнью,
Теперь дверь открывается. Теперь боль исчезает. Теперь буря заканчивается. Теперь начинается благословение. Давление, накопившееся за годы ожидания, бессонных ночей, вопросов и слез, достигает предела. Но не для того, чтобы раздавить тебя, а чтобы выпускать ты. То, что ты нес внутри, каждая молитва, каждое действие игра, каждый шепот «Боже, я все еще верю», наполнял духовную атмосферу вокруг вас, словно прилив. И теперь прилив перервы. Поток божественное изобилие здесь. Это тот самый момент, часы сбрасываются. Цикл почти, отсрочек и, может быть, в следующий раз заканчивается здесь. Чувствуешь? Дрожь в груди – это не страх, это власть. Небеса ревут, престол Божий действует. И повеление прозвучало: «Освободи, дитя мое». Восстанови утраченное. Верни время. В эту самую секунду ваша временная шкала переписывается, судьба то, что когда-то казалось замороженным, перекалибруется. Духовные архивы вашей жизни, ваши воспоминания, ваши разочарования, ваши модели поведения очищаются и заменяются божественный порядок. Вы не повторяете еще один год ожидания. Вы не возвращаетесь к очередному сезону скитаний. Вы вступаете в назначенное время, та момент, кайрос, где все сходятся. Теперь что-то изменится в вашем карьере. Теперь что-то изменится в вашем спать. Теперь что-то изменится в вашем теле. Теперь что-то изменится в вашем мечте, Бог выворачивает вас изнутри наружу, перестраивает ваш внутренний мир так, чтобы внешний мир наконец-то пришел в порядок. Сами небеса склонились к вам, ангелы находятся в движении, духовное царство открыто, и ветры изменять проносятся сквозь каждую тень, которая когда-то заслоняла твой свет. Это не нежно. Это славное насилие, тот, что сотрясает горы и разрушает клетки. Каждая духовная цепь, сковывающая ваш потенциал, разорвана. Каждый голос, говоривший «ты не можешь», заглушен. Каждое проклятие, эхом отдававшееся от прошлых поколений, разорвано. Огонь Божий движется, как шторм, через ваш род, сжигая остатки неудач, расчищая почву для наследования. Вы не продолжаете шаблон, вы его прерываете. Вы не повторяете историю своих родителей, вы переписываете ее заново. Благословения. Посмотрите наверх, потому что небо твоего духа раскалывается. Вспышки света, священные молнии, пробиваются сквозь облака. Это откровение входит в вашу жизнь. Это понимание наполняет вашу жизнь. Разум. Это то, правда, то, чего-то не хватало, становится все яснее. В мгновение ока ты увидишь причину ожидания, красоту, скрытую за разрывом, смысл, скрытый за болью. Бог, Он никогда не оставлял тебя, Он направлял тебя. Он никогда не отвергал тебя, Он определял тебя. Теперь часы сбрасываются, ошибки прошлого теряют свой вес. Годы, которые казались потерянными, теперь выкуплен. Двери, которые вы считали закрытыми навсегда, распахиваются. Вы не отстаете от графика, вы идете идеально вовремя. Небесное время. Вы вступаете в момент, где прошлое, настоящее и будущее сливаются в единое божественное мгновение. Каждое пророчество, произнесенное в вашей жизни, каждое обещать ты цеплялся за каждой молитва, повторила ты сквозь слезы, они сейчас сходятся. Не Дух Божий говорит, небеса содрогаются ради тебя. Земля подстраивается под тебя. Ветры повинуются тебе. Ибо ты, дитя моего завета, и твое время пришло. Можете ли вы себе это представить? Невидимая армия небес, движущаяся со скоростью света, перестраивает все, что вас касается. Урожай. Ангелы собирают то, что принадлежит вам. Благословение. Ангелы передают его в ваши руки. Архангел Михаил, стоя между вами и всяким духовным сопротивлением. Его меч пылает божественным огнем. Голос Бога громовое. Хватит. Хватит промедления.
Хватит боли. Хватит страха. И когда он говорит, сама Вселенная отвечает. Энергия течет. Частоты меняются. Скрыта точка, двери открываются, появляются возможности. Сила возвращается, точка, дух из богатства. Не только деньги, но и божественное процветание, мир и сила окутывают ваше сердце как свет, окутывающий тьму. Ты уже не тот. Теперь что-то изменится в вашем духе, тяжесть спадет. Туман рассеется. Смятение исчезнет. Вы почувствуете ясность, как солнечный свет после дождя. Бог дышит над вашим разумом, обновляет ваши мысли, перепрограммирует ваши модели поведения, настраивает ваш внутренний компас на победу. Теперь что-то изменится в вашем отношении. Токсичные связи растворятся. Появятся божественные связи. Люди, предназначенные небесами, найдут вас. Начнутся разговоры, ведущие к судьбе. Вам не придется гоняться, то, что ваше, само вас узнает. Теперь что-то изменится в вашем атмосфере. Чувство застоя, невидимая тяжесть, которая висела в вашей комнате, странное сопротивление, которое вы не могли объяснить, все это исчезло. Святой Дух вошел в ваше пространство, мир сменил хаос, избыток заменил дефицит, заменил страх. Звук небесаграм в твоем духе, слава не сходит Бог. Он ощутим, сияет, несомненен. Как вспышка молнии, он прорежает все сомнения, все тени, все воспоминания, которые пытались удержать тебя в прошлом. Свет не спрашивает разрешения, он вторгается. И вместе с ним приходит освобождение. Ты свободен. Свободен от цикла поражений. Свободен от унаследованных ограничений. Свободен от голосов, утверждавших, что ты никогда не поднимешься. Свободен от страха неудачи. Бог, он сам вмешался. Небес объявил об окончании вашего периода испытаний. Урожай началось. И это не будет медленным. Смотрите, как быстро это разворачивается. Смотрите, как множатся возможности. Смотрите, как услуга найдет вас там, где никогда раньше не было. Наблюдайте, как открываются двери, которые вы считали невозможными. Ритм небес – это ускорение. То, что раньше занимало годы, теперь займет недели. То, что раньше истощало вас, теперь даст вам силы. То, что раньше казалось невозможным, теперь станет вашим показанием. Потому что когда небеса движутся, они движут целость. Когда Бог говорит, творение подчиняется. И когда ягодите выравняйтесь, само время преломляется. Вы вошли в царство внезапно. Внезапное исцеление. Внезапное богатство, внезапное примирение. Внезапное откровение. Внезапная радость. Ты проснешься другим. Ты будешь видеть по-другому. Ты будешь ходить по-другому. Твой вера будет гореть новым огнем. Ваше сердце переполнится божественной уверенностью. Мир вокруг вас не поймет, что произошло, но ваш дух будут знать: небеса сотряслись для меня. А теперь повторите эти слова вслух, где бы вы ни находились: небеса содрогаются для меня. Мое чудо происходит сейчас. Мое благословение высвобождается сейчас. Моя судьба начинается заново. Каждый раз, когда вы произносите это, в невидимом вспыхивает свет. Каждое повторение впечатывает новый код в вашу реальность. Каждое признание сигнализирует Вселенной, что вы приняли свое наследование. Настала последняя секунда. Последний вздох перед воплощением. Последний удар перед тем, как ваша история изменится навсегда. Вы стоите в эпицентре божественных перемен, Святой Дух парит над вашей временной шкалой, перестраивая ее, словно художник, завершающий последний штрих шедевра.
Теперь урожай начинается. Теперь трансформация завершается. Теперь обещать проявляется. Теперь чудо становится видимым. Теперь благословение разворачивается. Поднимите глаза, небо больше не закрыт, дверь открыт, свет здесь. И вы, избранные, очищенные, возрожденные, вступаете в него. Это тот самый момент небес готовился для вас с самого начала. Время скитаний закончилось. Началась эпоха откровения, часы сбросился. Сейчас. Заявите об этом в последний раз со всей силой и убежденностью. Сейчас я получаю чудо. И прежде чем закрыть это сообщение, сделайте следующее. Прокомментируйте его ниже, чтобы ваше свидетельство стало частью небесной летописи, как подпись мира написана вовремя. Подпишитесь на этот канал и включите уведомления, чтобы каждый раз, когда выходит новое откровение, ваш дух первый, кто его получит. Потому что ваш трансформация не мгновение, это непрерывное развитие. Это момент вашего запечатывания, момент вашего становления, момент вашей победы. Не благословение на вас, чудо активен, дверь открыта. И пока небеса наблюдают, вы идете вперед в мире, силе и в полной славе вашего судьба. А теперь скажи это и поверь в это. Сейчас я получаю чудо.